Предупреждение. На этом канале возможны высказывания, способные оскорбить чувства верующих и всех, кто любит оскорбляться. Претензии не принимаются. Деньги не возвращаются. Беременным женщинам и нервным мужчинам рекомендуем перейти на другой канал. Просмотр считается согласием с условиями. Добро пожаловать на канал Юлия Фиеста. Дорогие друзья, я приветствую вас из солнечной Испании. Сегодня я подготовил несколько самых обсуждаемых в Финляндии новостей. Кому интересно, пожалуйста, проходите, присаживайтесь, устраивайтесь поудобней. Все готовы? Тогда начинаем. Главная новогодняя новость. Финляндия, самая счастливая страна в мире, стала лидером Европы по уровню безработицы, обогнав, наконец, Испанию, которая долгое время держалась на вершине рейтингов. 10 лет назад более 20% трудоспособного населения Испании были безработными. В ноябре прошлого года безработица в Финляндии достигла рекордного уровня. 10,6% населения безработные. Цифры говорят о наличии серьезных проблем в экономике и неэффективности государственной политики. Заместитель государственного секретаря Элина Пюльканин из Министерства труда и экономики отмечает, что рост безработицы связан с текущими структурными изменениями и попытками повысить производительность труда через сокращение расходов, а не через инвестиции и расширение бизнеса. Это привело к снижению численности сотрудников в частном и в государственных секторах. Министр труда Матиас Мартин разводит руками. Единого решения проблемы безработицы нет. Необходимы комплексные реформы, говорит он. Пересмотр структуры экономики, рынков труда, налоговой системы, социальной защиты, упрощение лицензирования, снятие излишних регуляций. Такие меры должны создать возможности для инвестиций и роста компаний, а также поддержать экспорт. В то время как Южная Европа постепенно снижает уровень безработицы, Финляндия и Швеция продолжают идти в противоположном направлении. Даже рост числа вакансий в промышленности и увеличение числа занятых в прошлом году на 25 тысяч человек не изменяет общей негативной динамики. Критики утверждают, текущая политика – это выживание через сокращение, а не реальное стимулирование экономики. Без системных мер по созданию рабочих мест и поддержки бизнеса Финляндия рискует надолго закрепиться на вершине европейских антирейтингов по безработице. Для сравнения, в Нидерландах уровень безработицы в ноябре составил всего лишь 4%, а в Германии всего 3,8%. А украинские беженцы в Германии часто остаются безработными по идейным соображениям. Давайте послушаем. Потом ставят такие условия, что ты должен учить язык этой страны, где ты учишься, особенно в Германии, потому что больше языков не существует, только немецкий язык и только Deutschland, все. И после этого ты должен идти, естественно, работать обязательно платить налоги, это обязательно, да, ну как же ты будешь сидеть приехал тут, как бы, знаете, я их тоже упрекнула. Я говорю, конечно, не совсем понимаю людей, которые, вообще не хотят работать, но, тем не менее, они всего там 30,5 года, да, но вы же тоже у нас были в гостях. Давайте поговорим немножко об истории. Это не такая давняя история, это было 80 лет назад. И вы у нас были больше, чем 5 лет в гостях. И далеко не с детьми. Вы не приходили к нам с цветами и букетами. И вы знаете, у них начинает вот какая-то истерика после этих слов, у них начинают дергаться глаза. Вот. Я говорю, вы же нам даже репарации не заплатили. Давайте уже об этом. Если вы уже обвиняете украинцев, что они вот вас объели, да, то давайте поговорим опять же об истории. Вы же тоже были у нас в гостях. Да, вот эта история курка-яйка, шнель-шнель, это ж вот недавно было, мы это все знаем. Вот, поэтому кто кого объедал и как, это еще такой вопрос. Вторая новость повергла Финляндию в шок и привела к полицейскому расследованию. Трагедия случилась в начале декабря прошлого года в частном доме престарелых Hoivakoti-Otso, принадлежащей большой сети Esperi Care. Пожилая клиентка, страдавшая тяжелой формой деменции, была найдена мертвой. Она была привязана к креслу фиксирующими ремнями и, судя по всему, задохнулась, пытаясь выпутаться или из-за сползания. Родственники погибшей заявляют, что персонал пытался скрыть факт фиксации, развязав женщину до приезда полиции.
Семья до сих пор не получила внятных объяснений от руководства пансионата. Эсперикер привычно хранит молчание, ссылаясь на внутреннее расследование. Теоретически, использование средств фиксации в Финляндии жестко регламентировано, но практику часто диктует нехватка ресурсов. В частных, а может быть и не только в частных пансионатах, один сотрудник может отвечать за десятки пациентов. Привязывание к креслу становится методом контроля, когда за человеком просто некому присматривать. Все равно же больной Альцгеймером человек не сможет никому пожаловаться. Его можно и привязывать, и даже, возможно, бить. Эта компания Эсперикер уже была в центре грандиозного скандала в 2019 году. Тогда выяснилось, что ради прибыли компания экономила на всем – еде, гигиене и, главное, на людях. Выяснилось и выяснилось. Может, погрозили пальцем. Но мешать бизнесу, как мы видим, не стали. Все-таки это же бизнес. Налоги, рабочие места. Не прикрывать же лавочку. На данный момент полиция ведет расследование по факту причинения смерти по неосторожности. А региональные власти начали внеплановые проверки всех объектов Эсперикер. Обратите внимание, внеплановые проверки. То есть плановые проводились по плану. Этот трагический случай снова поднял в финском обществе болезненный вопрос. Как обустроить уход все возрастающего количества стариков, нуждающихся в уходе? Эксперты указывают на опасную тенденцию в Северной Европе. Приватизация сектора ухода превращает стариков в юниты доходности. Механика этой модели проста. Экономия на персонале. Вместо 3 медсестер на смене остается 1. Складской подход. Чтобы один сотрудник мог контролировать десяток пациентов с деменцией, их проще зафиксировать, привязать к креслу, к кровати, ограничить движение. Итог – то, что по закону является крайней мерой, в Хоева-Коти Отцу стало, похоже, обычной практикой. Лайк поставили? Тогда переходим к следующему сюжету. В публичном пространстве Финляндии все чаще высказываются предположения, что в будущем людям по мере старения придется оплачивать уход за собой из собственного кармана. Дома престарелых уже зарабатывают на стариках. Банки тоже хотят не остаться в стороне. Пенсионеры выходят на пенсию. Их квартиры чаще всего уже полностью выплачены. Казалось бы, собственное жилье, спокойная старость. Однако планы могут измениться, если, например, в доме потребуется дорогостоящий ремонт труб, который увеличит ежемесячные платежи. Или нужно платить за помощь по дому. Банки волнуются, как из стен выжать себе копеечку. Один раз они уже заработали на жилье в ипотеку, а теперь хотят заработать на обратной ипотеке, участливо назвав ее заботой о вашей старости. Банки предлагают пенсионерам кредит под залог собственного жилья. Сумму кредита, например, 50 тысяч евро, пенсионер получает сразу или частями. В течение срока кредита, например, 10 или 5 лет, он только платит проценты, допустим, 5% годовых. Это около 200 евро в месяц. В течение 10 лет банк получает проценты 25 тысяч евро. При этом сумма самого кредита не уменьшается ни на копейку. А когда придет время, нужно отдавать банку долг 50 тысяч евро, который брал, либо придется продать квартиру, чтобы погасить кредит. И где жить после продажи квартиры? Можешь остаться в своем бывшем жилье, но уже в качестве арендатора. Поддерживаемое жилье или дом престарелых, за них тоже платить надо. То есть пенсионер через годы остается без квартиры, с минимальным остатком после продажи, если цены на жилье не подскочат вдруг. Почему это выгодно банку? Простой расчет. Залог ликвидный, риск почти нулевой, проценты капают, все стабильно. В итоге банк получает обратно всю сумму обратной ипотеки с процентами. Но что мне кажется опасным в призывах банков? Государство может подыграть. Легкая риторика. Используй накопленное имущество для своей старости. И пенсионеры добровольно отдают банкам свою недвижимость. Если цены на жилье не растут, как часто бывает со старым фондом, выгода для пенсионеров почти нулевая. Реальная выгода только у банка. Вывод прост. Обратная ипотека – это не забота о пенсионерах, а инструмент перераспределения их имущества. Пенсионер сейчас получает деньги, а в долгосрочной перспективе теряет свое жилье.
Банки и государства красиво упаковывают это под финансовую свободу. Так что не дай себя обмануть. И когда предлагают высвободить капитал, смотри в корень. Кто реально на этом зарабатывает? Мурзик, ставь лайк. Вот так, молодец. Финляндия – страна порядка, правил и гуманизма. По крайней мере, на бумаге. А теперь небольшая история о том, каков этот порядок на практике. Нигерийская мать-одиночка Мэри приехала в Финляндию с 2 детьми в феврале 2024 года. Детям 2 года и 6 лет. В Италии у нее уже был статус беженки, но, по словам Мэри, там ей угрожали бывший супруг и сутенер. Финляндия отказала, решив, что Италия безопасная страна, тем более Мэри уже получила там статус беженки. Все, езжай в Италию. Мэри подала апелляцию. Ей отказали еще раз. Международную защиту даже не стали рассматривать. Ну, зачем усложнять? Но самое интересное началось дальше. В какой-то момент власти решили, что Мэри может скрыться, поэтому ее вместе с детьми отправили в центр содержания под стражей. Я рассказывала об этом в каком-то из видео. Да, мать с детьми отправили в бывшую тюрьму почти на 2 месяца. Видимо, чтобы лучше прочувствовали европейские ценности. Позже суд признал, ой, неловко вышло. Детей вообще-то нельзя сажать за решетку. Семью поместили обратно в центр приема. Ложечки, как говорится, нашлись, но осадочек остался. К середине декабря прошлого года государство потратило на эту семью уже около 160 тысяч евро. Почти 50 тысяч – это содержание в тюрьме. Остальное – ожидания, суды, адвокаты, приемные центры. Деньги уходят, а ВОЗ и ныне там. 2 года система буксует. 2 года мать и дети живут в подвешенном состоянии. 2 года чиновники пересматривают одни и те же бумаги. Это не сбой, это процесс. Если в итоге Финляндия даст Мэри вид на жительство, получится красивая гуманная история. Правда, с небольшим уточнением. Перед гуманностью были тюрьма для детей и сотни тысяч из бюджета. Эта история тянется не потому, что кто-то ошибся или не успевает. Она тянется потому, что любое решение чревато. Отказать – жди жалоб в европейские суды из-за нарушения прав детей. Разрешить – значит создать прецедент, вдохновить других заявителей с похожей историей. Если ей можно, почему нам вдруг нельзя? А вот тянуть можно бесконечно. Формально все по закону. Галочки стоят, отчеты сходятся, бюджеты освоены. Поэтому дело и тянется не из-за хаоса, а из-за слишком хорошо отлаженного механизма, в котором бездействие оказывается самым безопасным решением. Причем, чем дольше ожидание, тем больше вероятность, что в итоге Финляндия скажет: «Ах, у вас вид на жительство в Италии уже закончился. Ну ладно, оставайтесь». И система формально победит сама себя. Идеальная комбинация. Никто не виноват. Никто не пострадал, кроме детей, бюджета и здравого смысла. А теперь переходим к новому сюжету. Ну и на пасашок заглянем в суд. В городе Йоэнсу на востоке Финляндии суд вынес приговор по делу о попытке убийства. 31-летний Сатиндер Минхас, проживавший в Великобритании, прилетел в Финляндию в январе прошлого года, чтобы убить женщину, с которой они в течение нескольких лет переписывались в интернете. В какой-то момент женщина прямо сказала, она хочет остаться друзьями и уже состоит в отношениях с другим мужчиной. Для Минхаса это сообщение стало ударом, поскольку он испытывал к женщине чувства. Они, заметьте, никогда не встречались лично. Минхас не смог пережить отказ и решил: так не доставайся же ты никому. Прилетел в Финляндию, купил нож, молоток и пластиковые стяжки и несколько дней следил за женщиной в Йоэнсу, планируя убийство. Когда женщина вышла из магазина с покупками, на нее напал показавшийся незнакомым мужчина. Угрожая ножом, он пытался заставить ее сесть в машину. Женщина вырвалась и побежала. Мужчина преследовал ее на арендованном автомобиле, пытался переехать, угрожал молотком. Женщина пряталась за чужими машинами и кричала. Она была уверена, что сейчас ее убьют. К счастью, рядом оказались неравнодушные люди. Несколько мужчин вмешались. Один вооружился хоккейной клюшкой. Позвонили в 112.
Финал – суд. Минхаса приговорили к 5,5 годам заключения. Он обязан выплатить женщине компенсацию в размере 4000 евро за временный психический вред и 3200 евро за причиненные страдания. Кроме того, он должен возместить государству судебные издержки более 11 тысяч евро, а также почти 14 тысяч евро страховой компании за выплаченные женщине компенсации. Какие выводы мы можем сделать из этой печальной истории? Значит ли это, что знакомство в сети под запретом? Нет, но правила игры изменились. Номер 1. Правило вида из окна. Никогда не постите фото, по которым можно вычислить ваш дом или работу. Сталкеры – мастера геолокации. Правило номер 2. Красный флаг интенсивности. Если новый знакомый требует постоянного вашего внимания и злится на задержку ответа, бегите сразу. Правило номер 3. Цифровая гигиена. Прежде чем доверять, проверьте человека. Видеозвонок – это минимум. Эти правила касаются и мужчин, кстати. Для бешеной собаки 7 верст не крюк, а для одержимого человека 1000 километров не преграда. Берегите свои границы не только в жизни, но и в сети. А на этом, дорогие друзья, мы с вами прощаемся, благодарим за внимание и до новых встреч. Всем пока.